Привет, Cover Project! Меня зовут Ксения Евстафьева. Я архитектор. Мы находимся в городе Екатеринбург в жилом комплексе Forum City. Сегодня я хочу вам показать свой проект. Жилой комплекс Forum City – это современный комплекс в центре города Екатеринбург. И, естественно, сама архитектура комплекса, она сказалась и на интерьере. Он получился современным, смелым, с яркими решениями и нестандартными решениями. Квартира с 6-метровыми потолками, естественно, сразу подразумевала организацию второго света и второго этажа. По желаниям заказчика было создать этот второй этаж, так как хотелок было очень-очень-очень много, и их невозможно было разместить все на площади первого этажа. Управляющая компания так и подразумевала, что собственники квартир будут организовывать второй этаж. Оттуда появилась гениальная идея разнести зоны, сделать на втором этаже полностью мастер-пространство родительской зоны, а на первом этаже остались общественные пространства, зона кухни, зона гостиной, зона гардероба гостевого, зона гостевых санузлов и детские комнаты. При проектировании было существенное ограничение от управляющей компании. То, что проектируя второй этаж и организовывая определенные перегородки на первом этаже, мы не могли вплотную подходить к витражу, то есть мы не могли его перекрывать. Там был определенный отступ, поэтому все комнаты пришлось проектировать с дополнительными витражами. От заказчика было пожелание, чтобы при этом сохранялся комфорт и была хорошая звукоизоляция во всех спальных комнатах, что очень сильно наложилось и на само проектирование. Заказчики – это молодая, современная, стильная пара с 2 детьми. И, естественно, пространство сложилось такими же, как и сами заказчики. И мне кажется, оно полностью их отражает, потому что здесь очень много ярких, нестандартных элементов и решений. И самое основное, мне кажется, это винтовая лестница на второй этаж. Когда мы ее проектировали, хотелось создать очень необычное пространство. Естественно, наша красивая лестница расположилась в центре гостиной и является центром притяжения. Пространство второго этажа заняла родительская зона. Это мастер-спальня, мастер-ванная, кабинет заказчика, который он очень просил нас спроектировать, а также это гардеробная зона, так как заказчица большая-большая-большая модница, она хотела очень большую, красивую, удобную гардеробную. И мы ее спроектировали на втором этаже, она заняла большую площадь. Но был один момент, когда мы задались вопросом, как же нам сделать такую большую гардеробную, светлой, при этом, так как она выходит в пространство второго света гостиной, там не могло быть панорамных витражей, иначе бы это были бы сложности с выгоранием одежды и прочее, но при этом хотелось дать туда света, и чтобы она не смотрелась грузной, тяжелой стеной в гостиной. Появилась идея создать перфорированные мебельные панели, которые мы изготовили на заказ. Таким образом, это является какой-то такой диковинкой, необычным решением и чертовщинкой в интерьере. При этом это дает попадание света в гардероб, что он при своей планировке, своей длине не кажется темным узким коридором, а является очень комфортной комнатой. Привет, Cover Project! Я не дизайнер, меня зовут Юрий, и я руководитель команды строителей ЕРТС. Мы строим дома и ремонтируем квартиры. На проектах мы выступаем как генеральный подрядчик, полностью организуем процесс стройки и берем на себя ответственность за все работы. Мы знаем, как реализовать сложные и невероятные идеи дизайнеров и архитекторов. Вы видели наши проекты в Cover Project, и сейчас мы находимся на одном из них. У каждого дизайнера и архитектора свой стиль, свое видение пространства. Для нас важна командная работа. Мы за долгосрочное сотрудничество и высокие стандарты качества. ЕРТС. Ремонт с заботой. Квартира общей площадью 2 этажей 200 квадратных метров.
фасадная стена квартиры неправильной формы, и это очень сильно, естественно, отразилось на всей планировке. Здесь у нас зона входа. Мы входим, нас встречает гардероб. Далее гостевой санузел с душем. Здесь расположилась зона Black Kitchen. Заходя в квартиру, мы сразу видим кухонный остров. В зоне холла мы использовали прием с пониженным потолком. Таким образом, мы хотели, чтобы пространство раскрывалось не сразу. Когда ты заходишь из маленького пространства в большое со вторым светом и с панорамными окнами. Далее у нас располагается столовая зона на компанию из 6-8 человек. Далее идет гостиная зона с диваном округлой формы, мягкими креслами. На первом этаже расположилась зона детских. Она вышла таким мягким круглым объемом, так как они расположены вдали от окон, чтобы обеспечить попадание естественного света, мы расположили витражи с панорамным остеклением, но при этом с хорошей звукоизоляцией. Также здесь расположена зона детского гардероба. Из нее мы попадаем в зону детской ванной. Детская ванная комната расположена на первом этаже, и хотелось сделать ее очень яркой и необычной. Технологически так сложилось, что там у нас случился перепад полов, который был необходим для наших решений. Оттуда появилась идея, чтобы никто никогда не споткнулся, сделать яркий пол. Чтобы он был безопасным, мы выбрали оранжевый линолеум. Абсолютно классное решение, в том числе это является также и влагоневпитываемым покрытием. Оттуда появилась мысль дальше использовать оранжевый цвет в детском интерьере. Это прочитано в безопасных душевых лейках Агапы, которые оранжевого цвета. Была даже забавная история. Наш выбор пал на ванну Агапе. Во всех каталогах, во всех коллекциях она указана как медная, а медный цвет оранжевый. И он нам прекрасно подошел. Но случился некоторый момент, когда ванна пришла, позвонила заказчица и говорит: а что делать, что делать, что делать? Наша ванная совсем черного цвета. Мы говорим: господи, да не может быть такого, может быть, нам что-то не то прислали. И в какой-то момент позвонил прораб и говорит: Ксения, ванна действительно черная, но если хорошо присмотреться, там где-то в глубине этого цвета видна медь. Но нам как-то это вообще никак не подходило. И что мы сделали? Мы решили просто перекрасить ванну в оранжевый цвет. И это было действительно классным решением. На втором этаже также возник вопрос с попаданием естественного света. Возникла идея точно так же повторить витражи, как и в детских. Естественно, все мечтают о ванной с окном, а в квартире это чаще всего редкость. Но здесь у нас была уникальная возможность реализовать эту идею, и мы поставили панорамное окно. Есть возможность чистить зубы с солнечным светом. Мастер-спальня также обладает панорамным окном, который при необходимости можно зашторить шторами blackout и спокойно поспать, не встречая рассвет. В зоне второго этажа мы выбрали как напольное покрытие ковролин, принт которого мы индивидуально разработали вместе с подрядчиками, с которыми всегда работаем, и любим такие нестандартные решения. В том числе это отвечало вопросу заказчика о звукоизоляции. Да и вообще в целом это, мне кажется, очень удобно ходить дома по мягкому ковровому покрытию без тапочек. Этот же ковролин спустился к нам вниз в гостиную по ступеням лестницы. Это решение оказалось очень уютное и комфортное. Мне кажется, очень необычное. Пространство гостиной организовано в пространстве неправильной формы. И когда зашла речь о выборе дивана, выбор был очень сильно сужен, так как мы понимали, что нам подойдет только диван каких-то округлых, мягких форм. При этом заказчик очень тщательно подходил к этому выбору. Ему было важно, чтобы диван был максимально комфортный, чтобы это было зоной притяжения, потому что в гостиной с детьми они проводят очень много времени. И, естественно, недолго думая, наш выбор остановился на диване Baxter. Но
когда мы стали изучать всю цветовую палитру, которая возможна, наш взгляд пал, естественно, на самый яркий цвет. И диван это является таким неким ярким кузнечиком в пространстве, что отражает, мне кажется, характер заказчицы. Потому что когда последовало это предложение для заказчиков, что «а давайте сделаем яркий диван», они без нотки сомнения сказали сразу «конечно, классно, давайте». Пространство квартиры создано таким образом, что когда ты попадаешь в квартиру, тебя встречает сразу холл и переходящий в кухонную зону. Как-то не было такой возможности проектировать отдельные замкнутые пространства, так как была идея сделать так, чтобы ты сразу попадал в пространство и видел, как оно тебе раскрывается, что там есть панорамный свет, не хотелось перекрывать это какими-то глухими перегородками. Но при этом это также являлось как и звездочкой, как и ограничением. К примеру, сложно было спроектировать какие-то системы хранения. Да, мы предусмотрели гостевой гардероб, но памятуя то, какие заказчики модники и как в быту бывает, какое количество обуви может стоять при входе, и был такой запрос, чтобы предусмотреть систему хранения. Но невозможно в такой квартире поставить стандартный шкаф. Так появилась идея создать такие шкафы, тумбы, колбы, в которых хранится все необходимое для того, чтобы собраться на выход. Это было решение и полный дизайн нашего бюро. Мы предусмотрели там необычные материалы, которые дальше использовали в каких-то деталях в интерьере. Это шпон ясеня тама. Он также откликнулся в двери, в гардеробную. Также он откликнулся в обеденном столе, который мы спроектировали сами, и столярная мастерская исполнила его по нашим эскизам. Так как, попадая в пространство, мы сразу видим кухонную зону, было принято решение сделать красивую приглашающую кухню. Мы остановились на фабрике Чезар. В тот момент мы очень сильно вдохновились одной моделью их кухни. Она представляла из себя остров с небольшой зоной для завтраков, когда ты можешь с семьей просто присесть, попить кофейку и позавтракать, поесть блинчиков. Но оставался вопрос, а как же кухня, готовка, техническая зона? И мы предусмотрели, так сказать, Black Kitchen, на которой можно и рыбу разделать, и сделать какие-то определенные заготовки, которые остаются не видны для гостей. Естественно, панорамное остекление – это всегда круто, когда ты покупаешь квартиру, имея такое панорамное остекление. Но любой человек задастся вопросом, а как же я тут буду жить, а меня увидят? И мы долго думали, как подойти к этому решению, чтобы не превратить квартиру в концертный зал с тяжелыми портьерами, потому что все пространство белое, светлое, и таким оно и хотелось, чтобы всегда оставалось. И выбор пал на автоматическую систему плиссе, которая позволяет тебе открывать и закрывать разные секции, как тебе комфортно и удобно, и абсолютно тончайшие портьеры ткани Кристиана Фишбахера. Интерьер получился такой, как и задумывался. Свежий, смелый, легкий, яркий, который отражает, мне кажется, характер заказчиков в решениях, предметах, которые были выбраны. Именно этим он и ценен, и дорог.